Так почем опиум для народа? Слышали? Собор Сент-Джонс или церковь святого Иоанна Евангелиста. Кафедральный собор англиканской епархии Гонконга. Строительство его началось в 1847 году, а первая служба прошла в 1849 году. Собор расположен на Гарден-Роуд в округе Централ-энд-Вестern, в центре одного из главных административных и финансовых кварталов. Это одно из старейших зданий города, самое старое христианское культовое сооружение из сохранившихся в Гонконге и самая старая англиканская церковь на всем Дальнем Востоке. Во время японской оккупации храм был превращен в офицерский клуб. В 1981 году этнический китаец впервые стал англиканским епископом Гонконга. Кстати, нынешний епископ тоже китаец. В январе 1996 года Сент-Джонс был объявлен историческим памятником Гонконга. Здесь находится резиденция архиепископа Гонконга. Церковь построена в стиле британской средневековой готики. Западная сторона колокольни украшена большими буквами V и R в честь правления королевы Виктории. Северная и южная стороны – гербами двух бывших губернаторов колонии. У северной стены собора находится памятная табличка с именем капитана Уильяма Бейта, который погиб в битве за Кантон в 1857 году во время Второй опиумной войны. Рядом с собором находится воинский мемориал. Вначале это был крест, установленный в 1921 году губернатором Гонконга Реджинальдом Стапсом. В 1952 году он был заменен на кельтский крест и посвящен погибшим в обеих мировых войнах. Здесь же находится единственное захоронение на территории собора – могила рядового Рональда Максуэлла, который погиб при защите Гонконга от японцев за 3 дня до прекращения огня. А теперь давайте пройдем внутрь собора. Интерьер собора минималистичен, что является традиционным для англиканских церквей. Никаких настенных росписей, только витражи на окнах. Первая скамья в южной части зала имеет королевский герб, так как раньше она была зарезервирована для губернатора и членов королевской семьи, посещавших Гонконг до 1997 года. У входа в собор висят 2 мемориальные таблички, на которых перечислены все епископы Гонконгской епархии, а также настоятели собора. Всего в 10 минутах ходьбы от собора Сент-Джонс находится другой кафедральный собор, на этот раз католический, непорочного зачатия. Найти его не так, чтобы просто. Он плотно окружен высотными современными зданиями. Попасть в него можно либо по вот этому вот проходу со стороны Кейн-Роуд, либо со стороны Глиннелли-Роуд, что напротив ботанического сада. Собор начали строить в 1883 году, а торжественно открыли 7 декабря 1888 года. План собора был разработан фирмой Crowley & Company. Строительство заняло 5 лет и стоило примерно 15 400 американских долларов. Интересно, что освящение собора состоялось ровно через 50 лет после открытия, 8 декабря 1938 года. По одной из версий, это произошло потому,
что у католической церкви не было денег погасить долг за строительство. И этот долг был действителен в течение 50 лет. И как только он закончился, сразу произошло освящение собора, потому что католический собор можно освящать только один раз. В 1941 году собор был частично поврежден в ходе битвы за Гонконг. Но во время японской оккупации он не подвергся обычному разрушению и разграблению, потому что управлялся итальянской миссией, а итальянцы в то время считались союзниками Японии. Собор построен в неоготическом стиле в форме латинского креста. Давайте пройдем внутрь и посмотрим, что там. Внутри расположены главный алтарь, святилище, алтарь святого Иосифа, алтарь святого сердца, часовня страстей Господних и крипта, в которой захоронены умершие епископы и викарии Гонконга. Почитаемыми достопримечательностями собора являются реликвии 16 из 120 китайских мучеников и локон волос Иоанна Павла II. Реликвии мучеников хранятся в часовне страстей Господних в специальном ящике. Надеюсь, вам было интересно. А если так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч на канале Неизвестный Гонконг.